Здравствуйте, друзья! Я снова рада приветствовать вас на канале Фрейд в квадрате. И сегодня я хочу вам рассказать о синдроме отложенной жизни и о совершенно простых шагах, которые помогут вам избавиться от этого синдрома. Термин «синдром отложенной жизни» появился в психологии относительно недавно, в 1997 году. Его ввел доктор психологических наук, профессор Владимир Серкин, для обозначения состояния человека, когда важные для него вещи откладываются на будущее. Человек планирует позитивные изменения, мечтает о них, но при этом ничего не делает для достижения своих целей, при этом придумывает целую систему объяснений и оправданий как для себя, так и для окружающих. Синдром отложенной жизни психологи относят к категории неврозов. Но если обобщенная схема неврозов формулируется как «хочу, но не могу», то схема механизма отложенной жизни – это «хочу, могу, но не позволяю себе». Например, вы совершенно спокойно можете устроиться на другую, более интересную и высокооплачиваемую работу. Хотите этого, но, используя различные отговорки, не делаете этого. Вы можете начать устраивать свою личную жизнь, но ждете некоего идеального момента, когда вы вылечите прыщи на своем лице, когда вы похудеете, когда вы устроитесь на более высокооплачиваемую работу. То есть принцип понятен. Человек ждет какого-то поворотного момента, но жизнь после этого поворотного момента представляется ему нечетко, потому что у него нет каких-то определенных планов и целей. Человек просто считает, что после какого-то рубежа у него начнется настоящая жизнь, и вот тогда-то мы и заживем. Важная ремарка. Если вы откладываете что-то в течение недолгого времени, то это не синдром отложенной жизни, это совершенно нормально. Вы просто идете какой-то промежуток времени к своей цели и не хотите отвлекаться. Но если это тянется более 5 лет, то мы уже говорим о невротических явлениях, которые могут довести человека до клиники. Впервые установку на отложенную жизнь человек получает в родительской семье, где ему внушается, что он сможет жить как хочет тогда, когда вырастет. Сейчас же, будь любезен, живи по нашим правилам и делай то, что тебе говорят. Когда же человек вырастает, он уже сам себя программирует на ожидание, ставит свою жизнь на паузу. Вот появится у меня молодой человек, буду носить красивое белье. Вот похудею и займусь личной жизнью. Вот поработаю еще немного и попрошу повышения зарплаты. А то ж пока никто не заметил, что я сутки напролет впахиваю и делаю проект за проектом. Вот куплю квартиру, начну путешествовать. Вот закончу этот проект и начну общаться, ходить в театры, в кино. Одним словом, человек не чувствует себя хорошим и достойным прямо сейчас. Ему кажется, что он должен подтянуть там, улучшить здесь, и тогда он сможет жить так, как он хочет, как ему мечтается. В итоге что происходит? Время уходит, у человека появляется ощущение упущенных возможностей, и самое главное, у него не развивается навык жить полной жизнью, наслаждаться настоящим моментом. Любой невроз является психическим расстройством, и синдром отложенной жизни или невроз отложенной жизни не исключение. Он приводит к развитию других серьезных психических расстройств, и наиболее распространенный из них – это депрессия. Естественно, как и при решении любой проблемы, первое, что нужно сделать, это признать наличие этой проблемы. Это поможет определить факторы, которые к ней привели, чтобы в дальнейшем их проработать. Итак, что же обычно приводит к такого рода неврозу? Естественно, это целый комплекс психологических проблем, но основной, на мой взгляд, является низкая самооценка. То есть, повторюсь, в глубине своей души, на уровне подсознания, человек убежден в том, что он недостоин той жизни, о которой мечтает, потому что пока он недостаточно хорош для нее.
И из этой низкой самооценки вытекают уже все остальные причины. То есть дальше уже идут подпричины. А вот первая такая подпричина – это так называемое туннельное мышление, при котором все сознание человека зациклено на какой-то одной сверхценной идее. Например, для людей, страдающих от расстройства пищевого поведения, такой сверхценной идеей является жгучее желание похудеть. И пока человек не похудеет, вот до этого момента, вся его жизнь просто теряет ценность. Потому что события, которые не встраиваются в логику ожидания желаемого результата, отметаются как ненужные. И это опять же имеет прямую связь с низкой самооценкой. То есть пока я не похудел, я неполноценна и права на счастье не имею. Кроме того, невроз отложенной жизни может выступать в качестве защитного механизма психики. Особенно если речь идет о каких-то глобальных изменениях в жизни. На самом деле большинству людей что-то менять в своей жизни очень страшно. Люди боятся изменений. Они боятся подводных камней, боятся, что идя навстречу этой счастливой новой жизни, они потеряют то, что уже имеют. То есть большинство, подавляющее большинство людей считает, что лучше синица в руках, чем журавль в небе. То есть выйти из привычной зоны комфорта, даже если она на самом деле не очень-то и комфортна, очень страшно. Страшно совершить какую-то непоправимую ошибку. Поэтому от людей, которые откладывают свою жизнь на потом, очень часто можно услышать: «Нет, я так сразу не могу, сейчас не время, нужно обождать, подумать, сопоставить, проанализировать» и так далее. Еще одна причина откладывания жизни на потом – это зависимость от мнения других людей, которая тоже вытекает из низкой самооценки. Куда это он полез со своим свиным рылом да в калашный ряд? С чего он вдруг взял, что он достоин высокой зарплаты? Перестаньте комплексовать. Вы уже достаточно хороши для того, чтобы сделать хотя бы первые шаги для осуществления своей мечты. Не надо ничего ждать. Начинайте действовать прямо сейчас. И не вините никого и ничего, кроме себя. Не думайте, что если бы вы пошли в другой университет, то все было бы иначе. Если бы вы переехали жить в другую страну, все сложилось бы по-другому. Потому что подобные ловушки мышления заставляют нас ходить по кругу. Просто прямо сейчас продумайте план действий по достижению вашей цели и шаг за шагом начинайте выполнять его. Даже если у вас есть цели, на которые действительно нужно накопить ресурсы, и потому эти цели приходится откладывать, всегда есть что-то, что можно сделать прямо сейчас. То есть ключик к преодолению синдрома отложенной жизни очень простой. Это просто надо действовать. И помните, что жизнь – это не театр, это не кино. Она не предусматривает репетиции. Это всегда прямой эфир. Надеюсь, что эта информация была вам полезна. Если это так, то ставьте лайки, подписывайтесь на канал и до новых встреч!